то, что происходит в результате последствия теракта. Они продолжаются, волны от этих последствий расходятся, и в частности, это рост ксенофобии, жертвами которой становятся мигранты и не только. Ну, прежде всего, конечно, мигранты. Число жалоб мигрантов, вот тут некоторые правозащитники привели свою личную статистику. Так вот, значит, у них количество жалоб от мигрантов после теракта выросло примерно в 100 раз. То есть, если раньше вот, правозащитница, которая приводит свою статистику, говорит о том, что у нее там в месяц было 1-2 жалобы от мигрантов, то сейчас, значит, примерно 120-150, то есть как бы на 2 порядка больше. То есть, причем это больше всего от таджиков, кыргызов, узбеков, но не только. Дело в том, что, как мы уже с вами как-то говорили о том, что ксенофобия – это такая штука, которая, в общем-то, ну, обычный русский нацист, он же просто устроен. Он бьет не по паспорту, а прямиком по нерусской физиономии. А поскольку среди полицейских и силовиков нацистов много, если не большинство, то в общем-то, ну, каждый второй, если, еще раз говорю, если не каждый первый, то под раздачу попадают не только мигранты, но и граждане Российской Федерации, ну, такой явно нерусской внешности. И в частности, вот уроженец Чечни Аскап Успанов был задержан в Москве в ночь после теракта в Крокус-Сити. И спустя несколько часов этот довольно крепкий и молодой человек умер в отделе полиции. Значит, здесь, ну, информация эта достаточно достоверная, кроме того, это подтвердила его мать, вот, и подробное сообщение об этом есть в телеграм-канале «Один Адат». И здесь Один Адат, этот телеграм-канал, сообщает, что у Успанова было осмотрено его тело, и были сломаны ребра и позвоночник. Кроме всего прочего, на его теле обнаружены следы удушения. Полиция, естественно, выдвигает версию самоубийства. То, что вот этот террорист, он раскаялся и решил свести счеты с жизнью. Перед этим, причем сделал это таким странным способом, сам себе сломал ребра, сломал позвоночник и сам себя задушил. Вот, то есть, в общем, ну, что вы хотите, полиция, ну, не Сократы они, понимаете, вот ничего в голову не могло прийти, кроме как сказать, что он таким странным образом, человек покончил самоубийством. Значит, я не знаю, вот я, честно говоря, после этого я искал, значит, на сайте президента Чечни, вернее, не президента, а главы Чечни Кадырова, искал его обращение по этому поводу, пока не нашел. Посмотрим, как он будет реагировать на то, что гражданина подведомственной ему территории в полиции просто-напросто убили, посчитав, что он каким-то образом причастен к этому теракту. Теперь несколько более такая, я бы сказал, ну, не то чтобы сенсационная, это все была какая-то рутина, потому что, ну, вот последствия теракта, понятно, как они выглядят. Но здесь вот новость, которая, как мне кажется, требует более обширного комментария, а именно то, что после теракта украинцы перестали быть для обитателей российского телевизора и властных коридоров братьями, это известно. То есть их теперь называют, прошла команда, значит, обитателям российского телевизора и властных коридоров теперь называть украинцев не братьями. С маленькой буквы в одно слово, слитно, не братья.
Значит, и они так и делают. Я имею в виду обитатели телевизора и российские чиновники прям так и говорят. Вот этот теракт совершили не братья. Там обстрелы Белгородской области совершили не братья. Это просто вот такой вот стало еще один такой этноним в отношении граждан Украины. Не братья теперь называются. Причем, что характерно, что украинцы давно, еще с 2014 года, я не знаю, может быть и раньше, но я просто раньше не обращал внимания, но с 2014 года граждане Украины настойчиво требуют от россиян перестать их называть братьями, а те постоянно лезли в родство. Вот, значит, украинцы всячески отпихивались, говорили, что какие вы братья, вы, ну и дальше почему-то русским матом. Вот, значит, и вот теперь украинцы добились, наконец, взаимности спустя 10 лет. Российский официоз стал называть не братьями. Но взамен россиянам теперь подсовывают совершенно новых родственников. И эти родственники выглядят довольно странно. Ну, слушайте, стерпится, слюбится, в конце концов. Значит, дело в том, что Министерство юстиции и МИД вплотную прорабатывают вопрос об исключении Талибана из реестра террористов и экстремистов. Об этом заявил официальный представитель, значит, директор департамента Азии МИД Замир Кабулов. Заявил о том, что фактически этот вопрос решен. Ну, я думаю, что там, решат, конечно. Вот, значит, и уже Талибан приглашается, пока еще в статусе террористической организации, не знаю, как это выглядит, но он приглашается в качестве почетного гостя на форум в Казани. Форум называется «Россия. Исламский мир». И вот делегация Талибана туда приглашается, ну, я не знаю, в качестве действительно ярких представителей исламского мира. Как же без террористов Талибана? Вот, то есть сотрудничество, вот тот самый, значит, Замир Кабулов говорит о том, что сотрудничество России с правительством талибов ведется на регулярной основе. Ну, короче говоря, добро пожаловать, россияне, в дружную, сплоченную семью террористов. Талибан, йеменские хуситы, естественно, Хамас, Хизбалла, ну и далее везде. ИГИЛ не берем, с ИГИЛом не дружим. Здесь надо вот различать. Талибан, друзья, важно просто не перепутать. Но в любом случае вот такие вот родственники у России возникли. Ну, слушайте, в принципе, да, что-то похоже. Надо найти какие-то корни, теперь, видимо, надо обосновать эту дружбу, но обоснуют. В этом я не сомневаюсь, я в них верю.